Это не прогресс, это какие-то DLC для смартфонов. Нихао, комрад, ты на канале Марк Викторсон. Со мной ты и на Китай посмотришь, и о технике узнаешь. И заказать эти гаджеты из Китая можно в XFC Store. Мы найдем для вас лучших поставщиков с самыми лучшими ценами. Вот сюда вот за розничными заказами, сюда вот за оптовыми. Милости просим. Этим роликом я открываю новую рубрику у себя на канале, где я постараюсь еженедельно, очень постараюсь, каждую неделю о себе напоминая, выкладывать ролики на всякие новостные темы, ну и просто рассказывать про что-нибудь. И в этом ролике мы с вами немножко поговорим про вот эти вот фотокиты, потому что на самом деле стоящая тема, о ней нужно поговорить, но делать вот прям глубокий разбор, прям со сравнением всего как положено, у меня не получилось. Так вот, перед тем, как мы с вами погрузимся вот в эти вот фотокиты, давайте немножко вспомним про историю смартфоностроения. Раньше в смартфонах была одна единственная камера. Больше не было, была одна. И даже не всегда она снимала в 4К 60. В какой-то момент производители смартфонов начали придумывать новый пользовательский опыт. И в частности, нацеленным на американский рынок брендам таким как LG и Samsung показалась хорошей идеей всунуть в смартфон еще одну камеру. И, как правило, это был сверхширик. Вот, например, в Sharp тоже вторая камера сверхширик. Я так понимаю, в Америке важно, чтобы в кадр влезало всего побольше, учитывая размеры всего американского, и поэтому вторым модулем решили добавлять сверхширик. А вот бренды, нацеленные на азиатский и всемирный рынок, такие как Sony и Huawei, вторым модулем начали добавлять черно-белую камеру. Со временем, конечно, от этого отказались, хотя идея неплохая. В общем, они думали соединять изображение с черно-белого модуля с цветным, тем самым увеличивать детализацию. Так-то действительно неплохая идея, но держать целый отдельный черно-белый модуль чисто ради этого все-таки оверкилл. Незадолго до этого на рынок попали весьма инновационные, крайне интересные, но, к сожалению, слишком нишевые гаджеты от Olympus, это Air 01, и от Sony QX1, QX10 и QX100. Классные компаньоны для смартфонов. Задумка шикарная. У Olympus и у Sony QX1 даже была полная совместимость с парком оптики от фотоаппаратов. То есть ты, если владеешь уже фотоаппаратом от Olympus или Sony, можешь использовать существующие у тебя дома объективы. Тебе не нужно чего-то там дополнительно докупать. Прям экосистема. Это классно. Но, к сожалению, если вы посмотрите хоть один обзор на эти чудо-штуки, даже обзоры, выходящие на старте этих гаджетов, все как один обзорчики рассказывают о том, насколько это все тормозило, потому что соединение происходило со смартфоном по Wi-Fi, работало это крайне нестабильно, сами приложения никто не обновлял. Короче, пользовательский опыт привел к тому, что эти гаджеты провалились в продажах. Ну и так как внешние камеры-компаньоны для смартфонов на рынке не закрепились, производители стали наращивать количество встроенных в смартфоны модулей камер. Huawei Mate 30 Pro Plus 4 глазка. Vivo X серии, начиная с 50 Pro, тоже 4 глазка. Сами модули камер тоже стали укрупняться, сенсоры стали расти в диагоналях, и к настоящему времени, если во флагмане не дюймовая матрица на основе, это уже не настоящий фотофлагман. И как раз таки по этой причине, допустим, Vivo X200 Pro и X200 Ultra, у которых не дюймовые сенсоры, встретили такой шквал критики. Как так? Нет дюйма, это не настоящий фотофлагман. Хотя на самом деле там все с качеством нормально. В 2023 году Xiaomi показывает дичайше годный концепт, позволявший прицепить к смартфону объектив от камеры. Но, к сожалению, ни от Canon, ни от Nikon, даже не от Sony, там Leica или Leica, как там правильно? Leica. В общем, лайк, subscribe, вы все поняли. И, конечно, шума было много, но насколько было много шума, настолько мало было пользы от этого решения, потому что у большинства людей либо Canon, либо Nikon, ну, либо там Fuji, Sony, в конце концов, но не Leica, как там правильно, в общем, неважно. И поэтому, в общем, концепт классный, но в массы это определенно не пошло бы. Ну и как если бы им достались чертежи в наследство от предыдущей цивилизации, Realme в этом году показывает такой же самый концепт, как Xiaomi несколько лет назад. Смартфон, к которому можно прицепить объективы от Leica. Я, конечно, понимаю, что Leica это пафосно, но они вообще в курсе, что объективы от Leica могут стоить до 1 000 000 рублей, и у людей они по этой причине обычно дома не валяются вот так вот, чтобы к смартфону цеплять за $1000. В любом случае, Xiaomi в этом году на месте не стояли и показали нам еще более пафосный концепт. Объектив QX10 переосмысленный. То есть, на всякий случай, если вы не в курсе, QX1 это камера, к которой можно цеплять разные объективы. А QX10 это был просто как бы такой модуль уже со встроенным объективом. То есть его поменять там было нельзя. Зато у него был зум. А вот это вот, что Xiaomi показали, без зума, это просто камера с несменным объективом. Вообще там ничего поменять нельзя, и через несколько лет, после того, как оно больше не будет совместимо с предыдущими Xiaomi-шками, вам придется это выкинуть, потому что оно нахрен никому будет не нужно. И вот в чем самая большая проблема, потому что объективы, вот на самом деле объективы, это просто стекляшки, засунутые в металлическую оправку. Вот у меня тут объективы где-то лежат. Вот, это просто стекляшка в металлической оправе. И ее можно использовать на большом количестве разных
фотоаппаратов. То есть я могу взять, допустим, на свой Fuji прицепить стекло от Nikon через переходник. Могу к Nikon прицепить стекло от Sony через переходник. Это работает так. И люди пользуются объективами, которым уже больше 100 лет. Это нормально, потому что... что там может испортиться? В стекле. Это стекло и металл. Ты просто цепляешь стекло и металл, это лупа, блин. Там ничего не может испортиться. Эти объективы спокойно продолжают служить 100 лет спустя. Но Xiaomi же хочет зарабатывать, и поэтому им нужно продавать одноразовое дерьмо. И вот, собственно, в попытке изобрести какое-то вот такое вот одноразовое дерьмо, которое люди покупали бы из года в год, я так понимаю, производители и пришли к идее делать вот такие вот фотокиты. Чтоб ты каждый раз, обновляя смартфон, полностью менял весь парк аксессуаров к нему, неся свои денежки любимому производителю смартфонов. Вот такие вот фотокиты у нас сегодня на обзоре. И посмотрим сначала на конструктив, а потом разберемся с тем, как оно работает именно в приложении камеры. Фотокит от Xiaomi состоит из вот такого вот чехла и батарейной ручки. На чехол можно прицепить декоративное кольцо, либо золотистое, либо серебристое, либо вот такой вот, значит, адаптер на 67-мм фильтры. Сам фоточехол разработан, судя по всему, самой Xiaomi, причем надпись Design by Xiaomi на обеих сторонах чехла читается. И тем забавнее тот факт, что надпись на смартфоне, вот эта вот Xiaomi, она перекрывается этой прорезью. При том, что прорезь, она как бы рассчитана под эту надпись. Посмотрите, оно прям идеально совпадает, но при этом, когда чехол нормально на смартфон надеваешь, прорезь перекрывает, в общем, все вот так вот странно. Тем не менее, реально чехол очень компактный, он не громоздкий, и его реально использовать на каждый день. Вот так вот просто декоративное колечко нацепил, и все. Прям замечательно. Песня. Нужно тебе чего-нибудь пофоткать, снимаешь декоративное кольцо, цепляешь сюда адаптеры. Я использую вот такой вот VND от Хайда. И в принципе это все дело даже без батарейной ручки в кармане брюк можно таскать без каких-либо проблем. Далее, батарейная ручка. Смотрите, у нее вот такой вот фиксатор. Причем сама батарейная ручка, она как бы обхватывает смартфон в чехле. И плюс за счет вот этого USB-порта это все довольно надежно фиксируется. И нет никаких сомнений, что это дело там может выпасть или как-нибудь вообще повредиться. То есть очень надежно все это дело держится. Плюс, смотрите, упор под большой палец. Это реально песня. Прям, ну, 5 за исполнение. Причем он крепится сюда вот таким вот шурупом. И это все дело тактильно, просто превосходно. Это все вот так вот прям, ну, классно. И сами органы управления тоже выполнены очень надежно. Все с приятным тугим таким вот прокручиванием. Нет никакой дешевизны, нажимается все приятно. В фотоките от Xiaomi, в общем, в отличие от вивасовского, я чуть позже покажу, это прям продумано. Ну и в целом, единственная претензия, что здесь нет разъема, нет возможности установить это все дело на штатив. И плюс, смотрите, прорезь, конечно, под запястье есть, это здорово. Но как только вы надеваете это все дело на смартфон, он начинает заряжаться и разряжает установленную в фоторучку батарею на 2000 мАч. Однако, если вы вставляете в фотокит зарядку, у вас происходит сквозная зарядка, заряжается и фотокит, и смартфон. И это очень здорово, потому что, в отличие от Xiaomi, к сожалению, фотокит от Vivo, когда вы вставите в него зарядку, сквозной зарядкой заряжает смартфон, но сам при этом не заряжается. Вот такой вот странный момент. Чуть позже мы поговорим о том, как это все работает на практике, но первое впечатление от качества сборки, от того, как это реально лежит в руках, максимально позитивное. Продумано, ничего не болтается. И самое главное, компактно. Вот так вот это реально положить в карман и не париться. Да, конечно, громоздко, но в сравнении с вот этим, я бы не сказал, что это громоздкий фотокит. Плюс здесь еще все-таки аккумулятор, поэтому исполнение 5. Практичность, как по мне, 5. Фотокит для Vivo выпустила сторонняя компания PGY Tech. И несмотря на то, что занимаются они разработкой аксессуаров уже не первый год, здесь есть несколько очень серьезных конструктивных недостатков, из-за которых, несмотря на то, что внешне это все выглядит довольно круто и довольно много всяких аксессуаров, да, в фотоките гораздо более богатый комплект, чем от Xiaomi, это все, ну, очень такое себе по качеству на самом деле, после Xiaomi, особенно если это брать в руки. Так вот, собираем этот самый фотокит, и в первую очередь обратите внимание, насколько он все-таки гораздо более громоздкий, чем чехол от Xiaomi. Это на каждый день я бы таскать не стал, но оно слишком громоздкое в сравнении с более компактным фоточехлом от Xiaomi. И да, конечно, здесь есть ножка, и вот как это все дело, в общем, устойчиво. Не очень устойчиво, я вам так скажу. То есть угол вот этой ножки не рассчитан. В общем, это все баловство. Есть у нас вот такие вот декоративные колечки, есть серое, есть светло-серое, и, к сожалению, эти декоративные колечки у нас пластиковые, а не металлические, как было в случае с Xiaomi.
тоже недостаток. Но самое главное, что сюда можно прицепить вот такой вот, значит, адаптер на ND-фильтры или прочие фотофильтры на 67 мм. Это все дело довольно надежно здесь будет держаться. Окей, хорошо, замечательно. Ну и гвоздь программы. Гвоздь программы — это объектив Zeiss, для которого отдельная переходная пластина. Снимаем вот это. Вот так вот цепляем. И все. Внимание, когда вы цепляете объектив Zeiss, он перекрывает с собой вот эти вот основной и сверхкругольный модуль. Поэтому пользоваться вы ими не сможете. Но вот это вот прикол. Смотрите, я полностью закрутил. И пластина для установки на штатив болтается. Чтобы она не болталась, я на своем объективе немножко наклеил изоленты. Вот немножко изоленты. Теперь мы цепляем вот сюда, прям поверх изоленты. Я думаю, что не я один до этого догадался. Изолента всегда выручает. Тем не менее, очень странно, что не все хорошо подогнано. Вот с изолентой теперь ничего не болтается. И если ставить вот эту всю, значит, конструкцию на штатив вот так вот за переходную пластину от объектива, в принципе, можно доверить прочности байонета пластикового, да, вес смартфона. Оно ощущается более-менее адекватно. То есть вот так вот еще, в принципе, нормально. Но самое интересное начинается, когда мы начинаем говорить об этой батарейной ручке. Потому что, во-первых, она, в отличие от Xiaomi-шного решения, не обволакивает весь смартфон. Она держится на чехле при помощи вот таких вот плавников, что ли. Вот эти вот рельсы имеют общую площадь контакта, наверное, дай боже, в пол-квадратного сантиметра. Ну и, конечно же, здесь есть USB-разъем, который дополнительно немножко прочности всем этим сочленениям придает. Но вот так вот это все в руках держать уже не очень уверенно получается, потому что есть страх, что это все дело развалится. Более того, вот эта вот ножка, она же тоже подвижная деталь. И фиксация на вот этой ножке, которая сама по себе подвижна, это тоже, гениальное решение, я вам скажу. И в целом все это, оно ощущается довольно дешево. Вот слушайте. Это прям позорище какое-то. После Xiaomi-шного фотокита, в котором все элементы вот эти вот управления, они довольно тугие и крутятся с приятным усилием, и не звучат дешево, это просто дешманская какая-то игрушка. Прям, не ощущается это на те деньги, которые за этот фотокит просят. Однако здесь есть несколько тоже плюсов. Во-первых, кнопочка. Нажимаете на кнопочку, видим заряд. Вот. И в отличие от Xiaomi-шного фотокита, вы можете решить, когда вы будете подзаряжать смартфон от этого фотокита. Захотели, заряжаем. Захотели, не заряжаем. Все, зарядка прекратилась. Вот так вот. Это очень важно, потому что можно прицепить его не с целью заряжать смартфон. Но, конечно, это единственный плюс. Этим вот инструментом я бы никогда не пользовался, потому что вес смартфона вот этому всему сочленению я бы не стал доверять. Ну и в целом, несмотря на то, что это все выглядит очень круто, к сожалению, надежности оно не внушает. И поэтому, чтобы использовать вот этот вот объектив, я решил разработать свой собственный фотокит на базе вот этого вот чехла. Я уже с ребятами разработали байонет, это вот, значит, модель байонета, и к этой штуке можно прицепить вот это вот кольцо, например, да, на 67 мм переходное. То есть вот так вот это вставляется, прокручивается. Мы, то есть, пытаемся объединить байонет от PGY-Tech с вот этим вот чехлом карбоновым. Он гораздо более прочный, и не всем нужна эта батарейная ручка, но использовать переходные пластины, если вы их купили, можно будет с вот этим вот чехлом. Вот так вот прицепили, и все замечательно, потому что вот этому чехлу я не доверяю. Плюс он трескается, разваливается. И несмотря на то, что в Китае по гарантии вот этот вот чехол в течение года можно менять сколько угодно раз, потому что PGY-Tech признала, что качество этого чехла не соответствует ожиданиям. Покупатели этих чехлов вне Китая, конечно же, они не будут себе это все менять, потому что если он сломается один раз, отправка этого всего в Китай, замена, слишком много мороки. Лучше купить вот такой вот чехол за 200 юаней, он будет примерно 200 юаней стоить, к которому можно будет через переходник цеплять вот эти все аксессуары от PGY-Tech-овского фотокита. Ну, как бы конструктив такой себе. Идея классная. С реализацией есть некоторые вопросы, о чем поговорим в самом конце. Чуть не забыл. К фотокиту от Vivasa идет еще два аксессуара. Первый — это вот такая вот лямочка на запястье. Ничего необычного, просто качественных аксессуаров, за которых можно смартфон повесить на запястье. Вдевается он вот в эту проушину. В ней есть металлическая палочка. То есть, в принципе, это все должно быть надежно, если бы не спорное сочленение бат-блока с чехлом. Тем не менее, в принципе, годно, да? А теперь посмотрите на вот это. Это просто мега пафосный ремень на шею. Все, просто мега продумано. Плетение, карабин. Прям хочется пользоваться. А теперь думаем, как это все дело должно крепиться к чехлу. Смотрим на чехол. Внимание, посмотрите на вот эти проушины.
они вообще ничем не укреплены. Это просто тонкий пластик. Я не хотел бы вешать это на свою шею, особенно в европейских странах, если вы понимаете, о чем я. Фотокит для Nubia выпущен фирмой Photargear, которые выпускают целую серию разных аксессуаров, объективчики, один из которых вы у меня сейчас в руках видите, хотя они на самом деле игрушечные в сравнении с цайсовским. Но в отличие от этого объектива, который совместим только с Vivo X200 Ultra, и неизвестно, будет ли он совместим с 300 линейкой, вот это совместимо с широким спектром разных чехлов, потому что вот эти самые фотокиты есть не только под Nubia Z70 Ultra, и поэтому такую экосистему мы, конечно же, любим и поддерживаем рублем. Даже несмотря на то, что сами эти объективчики по качеству такое себе, как вы чуть позже увидите. Тем не менее, пользоваться этим всем приятно, и тактильно это все классное. Так вот, модульность этого самого кита — это отдельная песня. Собрали вот так вот основу, захотели минималистичный комплект, цепляем вот так вот сбоку одну накладку, сверху другую накладку. И все, поехали фоткать. Это просто, замечательно. Вопрос только в том, что это все очень громоздкая история. И, конечно же, вот эти проушины, вот эти вот красивые такие с вкраплениями лямочки, это все замечательно, но это очень громоздкая история. Хотя тактильно, опять же, оно того стоит. Прям реально. Вот эти вот кнопочки проброшенные через корпус, короче, вровень это все сделано. Хотите установить какие-нибудь дополнительные аксессуары, есть вот такая вот штука. Это холодный башмак. Вот так вот фигак. И теперь сюда можно установить какой-нибудь микрофон, либо какой-нибудь светильничек. В общем, опять же, за модульность большой плюс. Снимаем эту штуку, цепляем большую консоль вот так вот сюда. Это все дело устанавливается вот в эти пазы, защелкнули, раз, два, три, и замечательно. Минус этого в том, что оно управляется по Bluetooth. Но также это можно назвать и плюсом, потому что вам же не обязательно устанавливать это на смартфон. Можно эту штуку снять, смартфон где-нибудь оставить и управлять им дистанционно. Никто вам не мешает этим заниматься. Вот так вот прибавили, убавили. Можно баланс белого крутить. Даже баланс белого с этого вот самого, в общем, прибора можно регулировать. В общем, песня. Про юзабилити чуть позже, но модульность — это просто потрясающий плюс. Также, если вы хотите больше понтов, снимаем вот эту вот накладочку и вместо нее цепляем вот эту кожаную. Теперь у нас в руках уже не смартфон, а полноценный фотоаппарат Zenit. И это реально выглядит очень внушительно. Вы просто посмотрите, насколько это все прям красиво подогнано. Огромный экран, прям, песня. И это все действительно внушает. Вопрос только в том, что Nubia плохо фоткают, но это все, конечно, очень и очень классно. Так, теперь смотрим еще вперед. У нас здесь 3 камеры. Но, к сожалению, T-Bayonet установлен только перед основным объективом, и они как бы знали, да, что Nubia плохо фоткает на дополнительные камеры. Тем не менее, все-таки они приняли такое решение закрывать этим переходником на 67-мм фильтры все остальные объективы. Я бы не сказал, что это сильный недостаток, но, хотелось бы, конечно, чтобы эту штуку можно было где-нибудь посередине между объективами разместить, потому что, вот смотрите, в принципе, достаточно места, да, можно было сделать это где-нибудь посередине, чтобы все объективы фильтром можно было накрыть. Но нас этой возможности лишили. Далее, вот устанавливаем, допустим, объективчик сюда, T-байонетный, вот так вот вставили, прикрутили, и все это дело одной рукой прекрасно управляется. Единственный минус серьезный этого всего в том, что оно огромное. Вот сюда вот не догадались они засунуть все-таки аккумулятор, хотя могли вот в эту штуку, но оно и так очень тяжелое. Оно реально очень тяжелое, по весу примерно уже сопоставимо с компактными фотоаппаратами. Однако внушает, потому что вся эта конструкция реально выглядит как фотоаппарат. И ощущается в руках тоже. И, кстати, послушайте, как звучат вот эти вот крутилки. То есть тут удовольствие не только тактильное, но и слуховое. Конечно, вот эта крутилка немножко туговата, хотелось бы, чтобы она была немножко полегче. И это, наверное, единственный тактильный недостаток. Во всем остальном это просто песня. Это и держать в руках приятно, и нажимается это все приятно, и звучит приятно. Самый главный недостаток этого фотокита в том, что Nubia его не заслуживает. Ну а теперь посмотрим, что это все дает на практике. И так как у Nubia самый красивый фотокит, начнем с него. В верхней части приложения камеры есть вот такая вот индикация, которая показывает нам, что за органы управления на этой консоли есть. Можно их даже переназначить. Есть возможность переназначить клавишу запуска камеры на разные режимы. Это все мы любим. Но самого главного, как запустить эту консоль, здесь нет. А я вам скажу. Нажимаем на клавишу спуск затвора и тянем рычажок зума влево.
Вот так вот тянем, 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 потянем. Вытянули репку. Замечательно. У нас загорелась зеленая лампочка. И должна еще здесь появиться индикация этого самого замечательного необара. Вот она появилась. 91% у нас зарядка этого необара. И мы можем приступать к тестам. Смотрим на блокировку фокуса в фоторежиме. В фоторежиме работает полунажатие. В видеорежиме полунажатие для блокировки фокуса почему-то не работает. И это очень странно, потому что в про-режиме во время видеосъемки блокировать фокус полунажатием на клавишу спуска затвора вы можете. Ну и, конечно же, в фоторежиме это тоже работает. А дальше начинаются еще большие странности. Смотрим на работу рычажка зума. Вот почему оно вот так вот работает. Посмотрите. Фигак, фигак, фигак. Между модулями оно не переключает. Оно зумит внутри одного модуля, но с основы на сверхширик переключиться вы не можете в про-режиме. Причем и в видеорежиме та же самая хрень. Вы не можете переключаться рычажком зума с этой консоли между модулями. Очень странное решение. В обычном фоторежиме это, конечно же, работает. Но и тут есть некоторые странности. Обратите внимание, сейчас 35 мм, 1.1, 50 мм. Потом мы зумим до 2х, и на 2х он переключается на телеобъектив, хотя показывает нам индикация, что мы все еще на основе. Очень странное решение. Но вот в этом вся Nubia. Слава богу, для Nubia есть нормальная Google камера, которая все проблемы с качеством и странным юзабилити решает. И в видео та же самая хрень. На 2х он уже переключается на телеобъектив, но при этом показывает нам, что он все еще на основе. Но не страшно. Главное, что эти органы управления можно переназначать на свой вкус и цвет. Я сделал вот эту крутилку регулировкой баланса белого. Представляете, можно регулировать баланс белого крутилкой. Вот так вот. Это потрясающе. На эту крутилку я повесил регулировку экспозиции. Темнее, светлее, только она немножко туговата, но, может быть, разработается со временем. И работает это во всех режимах. И в фото, и в видео, и в авто, везде. Здесь можно переназначить, как я уже сказал, на что хотите. Можно также переназначить сам рычаг. Можно рычажком не только зумить, но и вот, допустим, тон, да, менять, или ISO, или фокус. В общем, инструментов здесь много, но самая главная фишка, которую, с одной стороны, можно назвать багом, потому что по Bluetooth оно все-таки имеет задержку. Но самая главная фишка в том, что можно этой хренью работать удаленно. Вам не обязательно держать ее на смартфоне. Ну а теперь посмотрим, что получится, если прицепить поверх вот этого вот 35-мм объектива вот этот вот 8-мм Fish-Eye. И прицепить его, кстати, можно не только к Nubasу, но и даже к Vivasу, потому что Photargear выпустили подобный фотокит для Vivasa. И в принципе, смотрите, работает, да, и автофокус есть, и даже бокешка, вон, смотрите, прикольная сзади. Сейчас гирлянды загорятся, посмотрите, прикольно, да? В принципе, можно даже себя вот так вот снять. Неплохо. И даже вроде бы с резкостью все неплохо. Вроде бы. То есть если вот так вот отойти, можно даже какие-нибудь танцы снимать, не знаю. То есть для творческих задач более чем достойно. Наверное, краподрочерам все-таки рекомендовать не буду, но учитывая, что это экосистема, а не какие-то там стекляшки для Нубаса, это можно прям со смартфона на смартфон переносить из года в год. Прям реально годная тема, как по мне. Что думаете? Пишите в комментариях. При установке телеобъектива на смартфон изображение перевернется, потому что так устроен этот телеобъектив, и чтобы мы увидели картинку с него, нужно отключить макрорежим. Нажимаем сюда, видим картинку с телеобъектива, замечательно. Теперь мы крутим фокус, так как он здесь ручной. И чтобы картинка перевернулась, идем сюда, и здесь мы вот так вот включаем 135 мм. Возвращаемся обратно и видим картинку уже с этого телеобъектива. Так, давайте еще подстроим чуть-чуть фокус, сделаем немножко резче. Это предел. Даже так видно, что картинка немножко мыльноватая. Снимаем фото. Перейдем в Pro на всякий случай и попробуем, так как мы все равно на штативе, сделаем минимальное ISO, допустим, ISO 200, да, и выдержку где-то секунду. Очень продвинутый ручной режим. Жаль, что качество это на самом деле не добавляет. Мы просто сейчас попробуем сделать менее высокое ISO. И вот такая вот фоточка у нас получилась. В процессе, в общем, тестирования вот этого фотокита от Nubia, Photargear, вот эта хрень, вот эта вот самая главная штука, в которую вставляются объективы, просто взяла и отправилась в свободное плавание. И я воспользовался суперклеем, конечно же. Очень аккуратно это все пытаюсь склеить, чтобы нигде ничего там не повредить, чтобы на смартфон, естественно, это все не капнуло. Я смартфон из чехла вытащил. Но у меня много вопросов к тому, насколько это все надежно. Потому что если вы прицепите вот такой вот недешевый, он стоит почти 5000 рублей, объективчик, и он просто возьмет и отправится в свободный полет вместе с вот этой вот фронтальной панелью,
вы будете явно недовольны. Предупреждаю. А теперь посмотрим, как работает Xiaomi-шный фотокит. Xiaomi-шный фотокит работает всегда при подключении, и у него работает блокировка фокуса как в фоторежиме, так и в видеорежиме, и это очень здорово, но следящий автофокус вы заблокировать не можете. Здесь есть только автофокус по точке. И, конечно же, видите, экспозиция не блокируется, что очень странно. В Pro режиме, конечно же, фокус будет блокироваться и в фото, и в видеорежиме. Это очень логично. Он всегда блокируется. И это, конечно же, очень здорово. Также у нас есть колесико, которое может регулировать экспозицию. Крутим его туда-сюда. Это хорошо. И есть колесико зума, которое очень и очень плавно зумит. Причем оно настраивается. Смотрите, причем какой плавный зум, прям очень классно. Можно здесь в настроечках решить, как оно будет работать. Смотрите, рычажок масштабирования. По умолчанию непрерывный зум, то есть как на Nubie, только плавнее. И просто фокусное расстояние, это он будет сразу прыгать между объективами. Кому-то это может показаться более практичным. Странно. А вот теперь он 1х, смотрите, а вот туда он зумит 1х, 2х, 1.5х, 2х. Странно. Но, тем не менее, работает это все просто потрясающе. Ну и особо больше никаких настроек здесь нет. Можно кнопку видео настроить. Естественно, по умолчанию она записывает видео. Можно на что-нибудь другое ее назначить. На 50 мегапикселей. Но, если честно, не очень полезная кнопочка. Тем не менее, она есть. И пользоваться ею наверняка кто-то будет. И, конечно же, здорово, что все это работает настолько неприхотливо. Блокировку фокуса лично я люблю больше всего. Ну а теперь посмотрим, как работает фотокит Vivo X200 Ultra. Поехали! Как и в случае с Xiaomi, он работает сразу после подключения, потому что он подключается по USB, ничего дополнительно нажимать не нужно. Полунажатие для блокировки фокусировки работает, и это хорошо, но, к сожалению, работает это только в фоторежиме, потому что при переключении в видео этот функционал внезапно пропадает. Not supported for this mode. Я вообще понять не могу, как так, учитывая, что родная клавиша, которая здесь, она блокирует фокус во время видеосъемки, а на фотоките нет. В чем проблема, понять не могу. Нам предлагается использовать гуманистический режим. В нем также, вот смотрите, удобно переключаться между фокусными рычажком зума. Это работает здорово. Но если пользоваться обычным фоторежимом, то в нем, к сожалению, переключение между модулями, ну вот так вот. И в отличие от Xiaomi-шного фотокита, здесь нельзя настраивать, как именно мы хотим, чтобы происходил этот самый зум. К сожалению. И в фото, и в видео он будет работать вот такими вот шагами по 2-3 мм. Конечно, можно просто удерживать для того, чтобы зумировать. Но это не то же самое. Опять же, у этой кнопки есть настройки, как именно вы хотите переключаться между модулями камер, как именно вы хотите, чтобы зум работал. Здесь ничего такого нет, и это, опять же, удивляет. Также здесь есть крутилка экспозиции. Это мы любим. Экспозиция регулируется и в фото, и в видеорежиме, и в Pro, и, конечно же, в гуманистическом режиме она тоже регулируется. Но, к сожалению, особо настроек у этого фотокита нет. Есть только одна настройка, которой нет больше нигде. Это автофокус покадровый или следящий. И следящего автофокуса больше ни у кого нет. Но, к сожалению, он не работает в видео. Зачем это вообще нужно? То есть вот я тапнул сюда, да, я хочу, чтобы он следил за моей рукой. Он не следит за моей рукой. Может быть, это будет работать в Full HD, и Full HD это тоже работать не хочет. То есть я не знаю вообще, как заставить его следить, вот, допустим, вот так вот. Но в таком случае блокировка фокуса, вот это вообще что? То есть, в общем, я не понимаю. Меня это расстраивает, потому что фотокит вот этот выходит, имеет меньше функционала, чем родная клавиша, встроенная в смартфон. Также здесь есть настройки, которые позволяют выбрать, что будет происходить по двойному нажатию на затвор, запуск камеры и съемка, запуск и вход в режим телефото экстендера или стрит режим. Также при нажатии двойном на клавишу видео, почему-то здесь вообще не переведено, это вот у нас просто видеосъемка. Второй пункт это портретная видеосъемка, а третье это телефото экстендер видеорежим. Также мы можем настроить, что будет происходить при повороте этого колесика, и все. К сожалению, больше ничего. И это очень странно. Но у нас еще есть вот этот вот самый телефото экстендер. Давайте посмотрим, как это все цепляется и как это все работает.
Собачим его, значит, вот сюда, вставляем его и переключаемся на телеобъектив. Вот так вот переключились, и картинка перевернутая. Чтобы это все работало правильно, нужно зайти в соответствующий режим, и здесь картинка сразу перевернутая. Можно как снимать фото, так и снимать видео. Все очень просто, и здесь опять в фоторежиме работает блокировка фокуса по полунажатию, а вот видео, к сожалению, не блокируется. Зато здесь еще есть режим сцена, который позволяет вам снимать хоть и в Full HD, но там динамический диапазон больше. Зачем-то я пересчитал, и 1150 мм это 50X. Как вы знаете, ни один другой смартфон на рынке на текущий момент не может снимать 4К 60 на 50X зума. Это очень хороший показатель. Тем не менее, вся проблема в том, что вот этот вот объектив, ради которого весь этот фотокит и стоит купить, после того, как фотокит сломается, вы не сможете использовать. И поэтому, собственно, я и пытаюсь разработать свой собственный чехол, на который можно было бы посадить эту переходную пластину. И, возможно, я смогу это адаптировать даже к Vivo X300, Pro, Ultra, какие там выйдут последующие модели. Может быть, даже смогу реверс заинженерить на X100 Ultra, если завод согласится. Но в любом случае, мне на это нужны деньги. Если ты, мой дорогой зритель, в этом заинтересован, можешь мне надонатить, ссылочка в описании. Обязательно проверь, если ты хочешь, чтобы на твой смартфон появилась возможность устанавливать вот этот вот сайсовский объектив, я сделаю чехол. Но только мне на это, естественно, нужны деньги, потому что нужно сделать матрицу, нужно нанять человека, который это все разработает. Ну и на самом деле, касательно вот этого фотокита от Vivas, я очень расстроен, потому что в отличие от Xiaomi-шного, тут ничего настроить нельзя. В отличие от Нубиевского, он низкого качества, хоть и Нубиевский тоже, как выясняется, такого себе качества. Не очень прикольное, если во время съемки у тебя отваливается вот эта сама посадочная, в общем, пластина. И сразу небольшая врезочка на монтаже. Я открыл второй YouTube-канал, где буду рассказывать о своих путешествиях на разные фабрики. Как вы знаете, в Китае огромное количество производства, и делаются здесь разные вещи не только в профессиональных таких чистых помещениях, но и в подвалах. И я эти самые подвалы теперь буду снимать, естественно, на тот смартфон, которым я пользуюсь в качестве основного. На текущий момент это Vivo X200 Ultra. Я уже отснял поездку на 2 фабрики. На фабрику, где производится посуда, оказалось очень интересно. И также отснял 2 фабрики, где производятся ножи. Прям для контраста. Одна фабрика подвальная, и другая фабрика прям делает ножи, которые уезжают в Америку и продаются там по 200-300 долларов за штуку. И при этом, в принципе, качество одинаковое, реально. Что одна, что другая фабрика, товар производит примерно одинакового качества. Просто на одной фабрике бедлам, бардак, а на другой чисто и порядок. Но, тем не менее, в общем, я это все вам буду показывать. Если интересно, подписывайтесь на мой второй YouTube-канал. И не забывайте, если у вас тормозит YouTube, у меня есть для этого XFC-портал, который ускорит ваш интернет. Ну и подводя итоги, скажу, что несмотря на то, что эти фотокиты это уже продукты не первых поколений, то есть на рынке уже много лет вся эта история на самом деле продолжается, это все равно до сих пор баловство и развод на бабки. Единственная задача, которую любой из этих фотокитов решает на ура, это внушить человеку, который нарядил свой смартфон во все эти железки, что он круто смотрится, и он от этого не вдолбаться творец. Вот это да, но любую серьезную задачу, к сожалению, ни один из этих фотокитов не потянет. И вот почему. Фотаргир — классная экосистема, но слишком громоздкий чехол. На каждый день ты его не потаскаешь. Вот. И вот что ты будешь делать? Он просто не будет рядом, когда он нужен, несмотря на то, что это классная экосистема. Xiaomi-шный фотокит — классно, да. Есть возможность блокировать фокус во время видеосъемки при полунажатии на клавишу спуска затвора. Чехол прям реально классный, и его можно таскать на повседнев. Но, блин, нет экосистемы объективов. Единственное, что можно присобачить, это ND-фильтры. Здорово, да, классно, но, к сожалению, очень ограниченный функционал. А Vivas — это вообще расстройство. Качество низкое. Чехол сам потрескается через несколько дней активного пользования. Единственная причина купить вообще этот фотокит — это возможность устанавливать вот этот вот телеконвертер. Потому что вот он реально классный. Оптические свойства у него превосходные. Но почему нет возможности блокировать фокус полунажатием на клавишу спуска затвора, в то время как родная клавиша камеры этот функционал предлагает? Я вообще не понимаю, чем они думали. И выходит, что фотаргир — плохое качество. Купишь, он у тебя отвалится, развалится, будешь в поле где-нибудь суперклей искать. У Xiaomi ты объективы не прицепишь, а без ND-фильтра прекрасно живется. Особенно если мы говорим про фотографию, да, вообще на фотографии ND-фильтр в принципе на смартфоне не нужен. А у Vivo видеовозможностей с этим фотокитом только хуже. Единственная, на самом деле, причина, вот реально, не просто хотелка, а прям вот надо. Вот этот телеобъектив, это либо снимать какие-нибудь фотособытия, да, с трибун, либо во время концертов, опять же, снимать. Вот так вот рукой подержи вот так вот его. В общем, все это баловство. И для тех, кому интересно мое профессиональное мнение, потому что я все-таки много снимаю видео,
Почему я так вцепился в Vivas? Да потому что вы не будете снимать с фотокитом на Xiaomi и на Nubia профессионально выглядящее видео, потому что вот это вот полунажатие для блокировки фокуса работает только в родном приложении камеры. А в родном приложении камеры у Xiaomi и у Nubia логарифм какашка. Он с шумодавом, он с шарпингом. И если у человека есть опыт монтажа, опыт покраски, он знает, как должен выглядеть хороший материал, он один раз снимет на сток и пойдет снимать через Mac Pro 4 FPS и motion камеру, потому что здесь логарифм из коробки какашка. А в сторонних приложениях камеры вот этот вот трюк не работает. И все. И выходит, что фотокит нам не нужен. Он просто не нужен, потому что самая главная причина его купить — это возможность блокировать фокус по полунажатию на клавишу спуска затвора. И в сторонних приложениях камеры ни здесь, ни тут это работать не будет. А Vivas хорош тем, что в родном приложении камеры отключаешь шумодав во время съемки в логарифме и полунажатием на клавишу спуска затвора блокируешь фокус. Ну вот, собственно, причина, по которой я так вцепился в Vivas. На этом у меня все. Если у вас какие-то вопросы есть, любой из этих фотокитов вы можете заказать из Китая в XFC Store. Увидимся в следующем ролике. Пока.